Доброго времени суток вам, дамы и господа! Добро пожаловать на канал Dice D13, посвященный настольным играм древности, играм современности, а также их изготовлению. Сегодня мы с вами откроем рубрику игр, которые играются на простой шахматной доске со стандартным набором шашек. Этот ролик в первую очередь будет полезен тем, кто не слишком увлекается настольными играми, или тем, кто пока не знает, какие игры наиболее интересные. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим одну из игр, которая играется на простой шахматной доске со стандартным набором шашек. Эту игру изобрел в 1969 году разработчик абстрактных игр Клод Суси. У всех у нас, скорее всего, дома присутствует набор шашек, но то, во что мы можем поиграть в них, сводится всего лишь либо к простым шашкам, либо к поддавкам, уголки, ну и так далее и тому подобное. На мой взгляд, эта игра как бриллиант в куче подобных игр, потому что правила ее просты, компонентов для нее практически не нужно, кроме стандартного набора шашек и шахматной доски. Как вы видите, у меня тоже шахматная доска на картоне, купленная в магазине, стандартный набор шашек. Теперь давайте рассмотрим саму игру. Первоначальная расстановка, как вы видите, представлена на доске. Это 6 шашек в ряд с каждой стороны по краю доски. Углы остаются свободные. Целью данной игры является построение непрерывной единой группы, состоящей из шашек одного цвета. Единая группа – это шашки одного цвета, примыкающие друг к другу диагонально, вертикально или горизонтально. Могут быть сформированы малые единые группы, которые потом могут быть объединены в общую группу. Вот сейчас при этой расстановке, как вы видите, вот здесь, на этой стороне, шашки объединены в единую группу. И здесь тоже, потому что они примыкают друг к другу. И здесь, соответственно. Шашка может ходить вертикально, горизонтально или диагонально. Количество ходов, на которые может пойти шашка, зависит от количества шашек, находящихся на этой линии. То есть вот здесь, допустим, мы можем походить на 2 клетки. Потому что здесь у нас присутствуют 2 шашки. А вот здесь мы можем походить на 3 клетки, потому что в этом ряду у нас находятся 3 шашки. 1, 2, 3. Если шашка приходит на шашку противника, то она срубает ее, и шашка противника удаляется с доски. За один ход передвинуть можно только 1 шашку. 2 шашки не могут находиться на одной клетке. Шашки двигаются только по прямой линии. Как я уже говорил, горизонтально, вертикально или диагонально. То есть нельзя походить так, что шашка ходит на какую-то клетку, а потом передвигается на другую клетку, находящуюся в другом, допустим, ряду. Шашки могут перемещаться по пустым клеткам, а также могут перепрыгивать через клетки, занятые своими шашками. Через клетки противника, если только шашка не срубит шашку противника, перемещаться нельзя. Необходимо помнить, что даже для захвата шашки соперника нельзя перепрыгивать через другую его шашку. Также запомните, что если шашка соперника остается одна на доске, то соперник выигрывает игру, потому что одна шашка, она и является единой группой, что необходимо для победы по условиям игры. Поэтому стратегия здесь, с одной стороны, хочется и срубить побольше шашек соперника, но с другой стороны, приходится думать, чтобы у него осталось достаточно количество шашек. Вот вкратце правила игры. Как вы видите, они простые, несложные, но уровень стратегии в этой игре достаточно высок. Теперь давайте рассмотрим различные варианты игры.
Первый вариант – это то, что поле может замыкаться на противоположный край. То есть представьте себе, что оно просто свернуто трубочкой и края его замыкаются. То есть таким образом получается, что шашка, допустим, вот здесь мы можем походить на 4 клетки, потому что у нас 4 шашки. Но если мы будем ходить вот сюда, то, естественно, шашка уйдет за поле. То есть таким образом у нас получается, что мы идем на 4 клетки и выходим вот здесь. Другой вариант игры заключается в первоначальной расстановке шашек. Эта расстановка была придумана самим Клодом Суси и называется яичница-болтунья. Правила остаются те же, кроме первоначальной расстановки. Другой вариант игры и другой вариант расстановки называется парашют. И придуман он был Дэвидом Вурхисом. Первоначально на доске у каждого соперника располагается по 6 шашек, вот в таком порядке. Остальные 6 шашек находятся в запасе. При первых 6 ходах игрок, походивший шашкой, тут же выставляет на любую клетку поля шашку, находящуюся у него в запасе. Дальше игра продолжается по обычным правилам. Следующий вариант игры – это игра для 4 человек, пара на пару. Первоначальная расстановка шашек вот такая. Чтобы отличать шашки противника, мы их просто переворачиваем как дамки. Игроки, у которых шашки одного цвета, при каждом ходе не могут совещаться между собой. Сначала ходит один игрок, затем ход совершает его союзник. И далее очередность хода переходит к сопернику либо слева, либо справа по договоренности в начале игры. Как вариант может использоваться, что игрок, совершивший последний ход в паре, указывает, какому сопернику следует сделать следующий ход. Следующий вариант заключается в той же самой расстановке, но играют 2 игрока, которые поочередно ходят сначала простыми шашками, потом дамками. То есть сначала мы идем простой шашкой, потом ходит соперник, а следующий ход мы ходим уже дамкой. Теперь рассмотрим особую ситуацию. Как вы видите, на доске расстановка шашек представляет из себя единую группу из черных шашек и единую группу из белых шашек. Когда черная шашка с Е1 ходит на С1, то есть она съедает шашку противника, создается особая ситуация. Она объединяет свои шашки в группу, но в то же время помогает сопернику объединить шашки в группу. Вот здесь, в этой ситуации, выигрывает тот, кто последний делает подобный ход. В данном случае выигрывают черные. А вот такая ситуация, возникшая на доске, приводит к проигрышу черных. Захватывают шашку противника на С1, то, соответственно, они проигрывают, потому что белые объединены в единую группу, а черные, как вы видите, у них вот здесь только единая группа. А вот эти все, они разрозненные. Я сделал перевод правил, хотя в принципе переводить здесь нечего, как вы видите. Поэтому ссылки на файл, если вас это заинтересует, можете посмотреть в описании ролика. Ну что ж, уважаемые друзья, сегодня мы рассмотрели, на мой взгляд, одну из самых интересных игр, играемых на простой шахматной доске со стандартным набором шашек. На какое-то время эта игра стала фаворитом у нас, но и сейчас я не скажу, что нам не интересно в нее играть. Поэтому возьмите, попробуйте, вполне вероятно вам понравится. В эту игру можно играть, начиная уже с 8 лет, но я думаю, что даже можно с 7, когда ребенок уже более-менее освоил счет, и он понимает, на какое количество клеток ему нужно передвинуть шашку. На мой взгляд, игры такого плана должны находиться в копилке каждой семьи. Даже те, кто не играет постоянно в игры, но иногда вечером, придя с работы, хочется посидеть вместе с семьей, отдохнуть. Как я уже говорил, файл с правилами находится в описании ролика.
Скачивайте его, распечатывайте, читайте, играйте. До новых встреч на канале DiceD13. Подписывайтесь. До свидания. Всего вам доброго.